Итак, у нас понедельник, и я в гостях у Исатай Ага. Исатай Ага, он заслуженный буровик. Да нет, не заслуженный. Казахстана, потом Германии, Франции и всех объединенных республик. Объединенных Наций. Объединенных Наций, да, вот такой вот он. У него очень интересная история. И сейчас мы как раз с ним будем обсуждать его историю за чашечкой чая. Меня зовут Исатай Берманов. Я пенсионер. 79 лет недавно исполнилось. По специальности я нефтяник, если в широком смысле говорить. А вообще-то по узкой специализации это бурение глубоких нефтяных и газовых скважин. Вообще раньше такого не было. Сейчас я замечаю, что люди заранее, молодые люди заранее как-то планируют, хотят кем-то быть. У меня и у нашего поколения, по-моему, у многих такого не было, чтобы стремиться куда-то, стать приобрести какую-то профессию, стать каким-то специалистом. Родители очень хотели, чтобы я обязательно поступил в институт и чтобы я не попал в армию. Это мать в основном. Но поскольку со стороны матери были в основном медики, они меня даже не спрашивали, они почти были уверены, что я поступлю в мединститут. Но закончив 11 лет, я рванул в Алмату куда-то поступать, но я не знал куда. Когда я обошел многие университеты, институты, то везде был большой конкурс, притом на определенное место достаточно людей с медалистов, которые сдавали всего лишь 2 экзамена или 1 экзамен. Поэтому я среди тех, которые мало конкурсов, выбрал бурение, поскольку отец в свое время у меня был начальником нефтеразведки. Это для меня было более-менее знакомое. Я с ним вместе в возрасте 5-6 лет посещал буровые. И я выбрал ее просто совершенно случайно. Вот таким образом я потом поступил в Алмату, нефтяной факультет по специальности бурение. Через год мне там не понравилось почему-то. И я сумел перевестись в Москву. И в Москве закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Потом начал работать рабочим, начал с рабочего, хотя был разряд определенный, потому что в летнее время, в летних каникул я всегда работал. Отец у меня пенсионер был, надо было зарабатывать. И я работал помбором вначале на Мангашлыке рабочим, потом помбором в Украине, в Харьковской области, есть Шебелинское газовое месторождение, где там я уже работал верховым. Потом преддипломная практика была в Татарии, в Альметьевске. Там уже я и верховым работал, и первым помбором работал. То есть к концу учебы у меня уже был приличный опыт рабочий. Но в советское время было так заведено, что я опять же уже с дипломом опять начал с рабочего. Потом стал буровым мастером. 5 лет проработал буровым мастером. Еще 2 года в Германии буровым мастером. Освоил там, так можно сказать, более-менее немецкий язык. И по просьбе немецкой стороны меня назначили главным инженером на другое предприятие. И если я раньше жил в Магдебургском округе в городе Штендале и работал недалеко от города Зальцведель, был газовое месторождение Зальцведель-Пекензен, там я буровым мастером смешанной немецко
советской буровой бригаде. А потом, через 2 года, переехал в Штральзунд на побережье Балтики, и там работал в народном предприятии «Нефтьгаз Гримин» в качестве главного инженера, главного консультанта. Еще 2 года. Буровой мастер – это тяжелая работа? В бурении все тяжелое. Вы представьте, например, работать зимой на буровой, а зимы в 70-х годах совершенно были не те. Нормальная температура 20-25 градусов, это было вполне нормально, зачастую за 30, иногда, правда, непродолжительно, и за 40. Это все в продуваемом, ветрами, и для того, чтобы буровой раствор не замерзал, добавляется соль, которая не замерзает, и ноги становятся мокрыми. Ноги – это было самое трудное, наверное, в бурении в то время. Тогда не было таких спецовок, такой обуви. Это были обыкновенные кирзовые сапоги, которые размокались под этим соленым раствором и потом замерзали так, что это было это постоянно замерзшие ноги. Это что-то ужасное, наверное, во всем этом. А работа, ну, конечно, трудная, наверное, все-таки. Если сравнивать с сегодняшним днем, это очень трудное. День и ночь. В твоем подчинении находится 35-40, даже больше людей, за которых ты отвечаешь за технику безопасности, обеспечиваешь необходимый режим работы. Ну, что-то как-то не замечали, что это трудно в то время. А вот какой из периодов работы, да, вас больше всего закалил и подготовил к следующему этапу жизни? Наверное, все-таки, когда работал буровым мастером. Потому что ты отвечаешь за людей. Притом, я работал буровым мастером в Кинкиакской нефтеразведочной экспедиции, где геологические условия, бурили скважины на 4,5-5 тысяч метров, 5500 метров, где аномально высокие пластовые давления, где есть угроза выбросов и фонтанов, пожаров. Эти выбросы были. Вдобавок, в попутном газе есть сероводород, который очень опасен для здоровья. И нахождение в этой, постоянно быть собранным, соблюдать все вот эти вот, чтобы из твоего внимания ничего не уходило, это, конечно, закаляет человека, я думаю, помимо суровых погодных условий. Прежде чем мы продолжим, я хотел немного вернуться, чтобы вы про отца своего рассказали. Ну, отец мой 1908 года, он, можно по-своему сказать, что в хорошей семье воспитывался. Его отец, мой дед Берман, был как бы руководителем, не баем, не бием, был как бы руководителем определенного рода, вот, определенного, ну, Общины, как, да? Да, общины, да. Вот. И отец был младшим, и все советовались с дедом. Дед всегда брал моего отца, оказывается, с собой. И отец мне говорил, что вот мои какие-то организаторские способности, я слышал от него, когда вот с гостями разговаривает, там обсуждают старые времена, они говорили о том, что какой вот Танамбай, Берманов его зовут, какой он был организатор и прочее. Он говорил, это многое, наверное, я получил от отца, потому что я постоянно его сопровождал. Рано начал, в конце 20-х годов, в комсомоле, партийные курсы кончил. Потом его направили в Москву. Университет красной профессуры называлось. Готовили людей, вот хозяйственников. И он в Москву приехал, и в то время, оказывается, он даже не знал русского языка. В процессе учебы он освоил русский язык. Потом он, разные периоды были, он в основном работал в селах, начал свою трудовую деятельность в Денисовке. В то время Денисовка была
подчинялась Актюбинской области, считалась Актюбинской, Костанайская область позже создалась. Да, это была комсомольская работа. Он работал в Уржаре, и везде, по рассказам его друзей, вот в гостях, когда отрывками я слышал, вот направляли, где не была налажена работа, комсомольская работа. Комсомольцы, очевидно, проводили очень такую большую работу. А с Уржара его направили в Алмату, и в Алмате он ЦК комсомола работал. Но тогда называлось не ЦК, как-то по-другому. В Алмате он женился на уроженке Талдыкорганской области из села Сагабиен, на матери, которая в то время была тоже комсомолкой, работала ткачихой в Алмате. В то время еще не женатым отец воспитывал одного сына двоюродного брата, Маджида. Из Алматы его направили в Аральск. В Аральском районе он работал. Потом его направили в Иргиз. В Иргизе он уже был председателем райисполкома. После того, как война началась, его вызвали в область, назначили зампредседателем облисполкома, но эту должность именно ему дали для того, чтобы был определенный уровень, а на самом деле он занимался эвакуацией скота из Сталинграда в Казахстан, и не только Казахстан, но и попутно одна ветвь уходила в Узбекистан, Киргизию, он этими вопросами занимался. И вся эта работа проводилась, так как боеспособные люди были на войне, это были старики, старухи, женщины, подростки. Вот такими силами они эвакуировали скот. Я об этом знал из вот рассказов, когда были гости, а мы с дочерью решили все это дело выяснить, и в архиве Актюбинской области мы все вот это более подробно узнали. Это такая компания, это просто удивительно. Какая высокая организованность, как продуманно, как планировали, это просто удивительно. Мы порой отвлекались от внимания к отцу, потому что там такие документы были. Это было очень интересно. По мере наступления немцев, оказывается, весь скот с западных областей, с Беларуси, с Украины уже там миллионы собралось. И вот их надо было еще больше себе, потому что уже на Сталинград придут потом. И вот они эвакуацией занимались. И мало того, что отец видел взрывы, а когда вот переправа через Волгу, это была огромная операция. Переправа через Волгу на другой берег, чтобы потом по степям гнали. И у меня есть архивные данные, как это все было продумано. И надо было разрабатывать маршрут, потому что не просто их гонят, пасут их. Один гурт пройдет, другой гурт не может, потому что травы уже там нет. Это все, где есть травостой, вот это все было разрабатывано на картах схемы, где они будут останавливаться. Отец, значит, рассказывал, от гостей я слышал, когда гости были, в архиве я увидел места их остановок, и почему у него была машина и по два, он должен был вылететь туда, людей подготовить, чтобы там охрану этого скота сделали, пересчет, новый пересчет, убыток или что там, на еду сколько ушло там туда-сюда, да, и опять это, мобилизовать тех людей, чтобы они приняли для счета туда-сюда. Эти пришли, на следующий этап там каких-то использовали, на следующая остановка, до следующей остановки, а там дневной переход, и эти люди сопровождают там следующий. А какая организация? Обалдеть просто. Обалдеть.
Удивительно вообще. Вообще в Советском Союзе плановое ведение, организация была на высшем уровне. Как это в условиях войны, да? Как это могли все это организовать? Мало того, почему его наградили орденом Красной Звезды, этот скот, который был размещен в Актюбинской области, полностью в сохранности был возвращен туда по мере отступлений. Это какая работа? Какая работа? Он, получается, был так предан, да, работе? Очень предан. Он был настоящий коммунист. Это был, и сейчас коммунисты говорят разное, но эти были совершенно другие люди, абсолютно другие. Это были преданные, истинные коммунисты. У нас, например, дома на книжной полке полное сочинения Ленина и Сталина были. Очень преданные люди. Еще и подчеркнуто, да? Да, и вдобавок, мы не любили это читать, но когда заглядывали и иной раз и видели красным карандашом подчеркнутые, везде пометки, какие-то надписи, это удивительно. Это все было проработано этими людьми. Они были очень преданные коммунисты. Произошло одно событие, когда моего отца чуть не наказали. Когда он был председателем Темирского райисполкома Актюбинской области. Это уже после Актюбинска, где он был зам председателем облсполкома, кстати, где я родился в 1947 году потом. И вот в 1947 году, после моего рождения, они переехали в Иргиз, где он был председателем райисполкома. И 1 год был сильный джут, без дождей лето, потом дождь осенью, резко все похолодало, сковало льдом, и не были заготовлены достаточно корма, рано перешло в стойловое состояние скот, и отец волевым решением, своим таким характером, весь скот района вынес такое решение, раздал населению. С тем условием, чтобы они сохранили, а приплод оставили себе. Был заключен такой договор. Это огромное такое мероприятие было. В других местах, кто так не сделал, был огромный падеж скота. Это был единственный район, где был сохранено поголовье. И нашлись люди, которые написали вправду о том, что Бирманов социалистическую собственность раздал в частные руки, тем самым нарушил основной закон социализма. И по поводу этого приехал инструктор ЦК из Москвы. Очень очевидно был такой разумный человек. Но он понял, разобрался, в чем дело, поговорил с людьми в области, в обкоме партии. Потом было заседание в обкоме партии, бюро его рассматривали дело в обкоме партии, и бывший, это из слов помощника первого секретаря обкома Альшиитова. Альшиитов был такой, участник войны, тоже был очень, от него я слышал. Помощник готовит все вот эти документы, бюро подготавливает. И он был при этом разговоре, когда этот инструктор ЦК, который приехал, сказал секретарю обкома, что действительно мы должны наказать, чтобы успокоить людей, которые написали. А если так разобраться, он говорит, единственный, который сохранил, он правильно поступил, что сохранил скот. Но нарушен социалистический закон.
Поэтому давайте надо провести бюро обкома таким образом, чтобы его не исключать из партии, дать строгий выговор с занесением в личное дело. И таких людей надо сохранять. И у меня к вам просьба, чтобы вы нашли ему такую работу, которая вот от сельского хозяйства, от района, чтобы он был в стороне, чтобы он где-то работал. И как раз в это время открывалась Жилянская нефтеразведка недалеко от Актюбе. Это буквально там километров 15, наверное, от Актюбе. И отца назначили начальником нефтеразведки. Это у него совершенно другое. Очевидно, у человека была такая способность, что мог работать руководителем в любом месте. Он потом в 1952 году новая нефтеразведка открылась в Цыгановке, Цыгановская нефтеразведка в Уральской области, это Западно-Казахстанской области. Он там был начальником разведки. Еще 2 года там проработал. А потом его перевели в Актюбе, в Актюбинск тогда назывался, замначальником треста Актюбнефтегазразведка. И вот там я в 1954 году он переехал, я там пошел в школу. Рядом с этим трестом была 13-я школа. И в 1955 году началось поднятие Целины. Около 20 тысяч коммунистов направляли в села руководить вот такими новыми совхозами, колхозами. И отца отправили на Целину. Он стал директором совхоза. Вначале колхоза, потом совхоза. И в 1962 году, вот он был такой трудоголик, в 1962 году, когда ему было всего лишь 54 года, гипертонический криз, и он без сознания вышел на пенсию, на инвалидность. А я тогда учился в 6 классе. Отец строгий был? Он был строгий, но никогда ни руку не приложил. Он больше всего объяснял. Но был строгий, можно сказать. Но давал полную свободу. За что вы ему благодарны? Ну, за то, что он позволял мне быть свободным. Я начал рано охотиться, где-то в 4-5 классе. И как бы мать не причитала, он меня мог отпустить ночью, чтобы я до утра дошел до озера, до речки и охотился там один в одиночку. Он мне позволял такое. Он меня рано приучил к охоте. Я помню, во 2 классе впервые он меня взял на охоту, и мы с ним ходили на охоту. Охота мне многое что дала. Надо преодолевать, уметь преодолевать. Быть осторожным. А какой совет он вам давал вообще? Какие советы давал, которые в жизни пригодились? Вы знаете, я могу сказать, что какие-то нравоучения, будь так или так. Но еще благодарен тем, что он меня всегда брал с собой. Я с ним летом всегда ездил с ним. И надо же, вот какой все-таки он человек был. Ехал на совещание, было совещание директоров совхоза в Алматы, он меня брал с собой. Какие-то другие города ехал, брал с собой. По фермам, там это, везде. И я видел, как он работает, как с людьми общается. Когда были совещания, что вы делали? Ой, я возился в машине. Я так любил машину, что я подхалимничал, можно сказать. Я вытерял машину, чтобы только его водитель дал мне поводить. Я все время был шофером вместе. Обхаживаю. Сейчас вспоминаете отца? Конечно. Очень сожалею, что мало разговаривал. Очень сожалею, что мало было внимания. Когда я уже стал взрослым, мало внимания. Мало внимания. Особенно матери.
может быть, больше нежности надо было, может, больше внимания. Ну, единственное, что я сделал, когда был в Германии, я их пригласил в Германию. И сделал им месячный хороший отдых. Они, наверное, были удивлены всему. Да, удивленный был. И я, один из французских моих коллег в одно время назвал меня манипулятором. На что более высокопоставленный человек был Жан Жирен, это партнер Даниэля Лефевра. Он ему сделал строгое замечание, а его слушали, потому что он был очень такой авторитетный человек. Не смей, говорит, его называть Исатая манипулятором. И он мне говорит, если уж хочешь его назвать, то называй его кардиналом Ришелье. Например, о чем я хотел этим самым сказать? Вот я за водителем обхаживал его для того, чтобы... То есть это манипуляция человека, можно сказать, да? Хотя такого явного не было, но Руди Вудс меня называл так, например, когда мы обсуждали какие-то вопросы, я предлагал какие-то совершенно другие подходы для того, чтобы решить какой-то вопрос. Не прямой, а какой-то обходной, но рациональный. И он меня называл манипулятором. Расскажите, пожалуйста, у вашего отца был друг? Да, дружба эта началась в 1941 году. В одной из областей Белоруссии был врач-хирург Ходько Николай Корнеевич. И когда началась война, семью этого врача эвакуировали. И когда поезд, состав шел, приближался к Москве уже, бомбардировщики разбомбили этот поезд. И, в общем, на попутных и прочее, с двумя маленькими детьми, эта семья Ходько добралась вначале до Москвы. И что удивительно, как работало в то время, как организовано все было. Эту семью отправили в Казахстан. Приехали в Актюбинск, и специальные люди, которые принимали эвакуированных, встретили их и хотели разместить в Актюбинске. Жена Николая Корнеевича, Зинаида Федоровна, оказывается, сказала: пожалуйста, нас куда-нибудь подальше, где нет железной дороги, потому что там, где железная дорога, опять будет бомбить. Их отправили в Иргиз. Это районный центр, 400 километров на юг от Актюбинска. И вот они на подводе, запряженных быками, машин не было, не хватало тогда, и они отправились и чуть ли несколько дней, ехали в Иргиз. И рассказывают, что они ночевали там по пути 2 раза. И вечером добрались до Иргиза. Один ребенок, Валера, почти грудной, а Инна, их дочь, где-то на 3-4 года старше. И вот в Иргиз, подъезжает в Иргиз, и тоже вот об организации, как при отсутствии телефон-то и был. Как это было все, как-то продумывали, знали, вот это почтовый, собственно, вот эта упряжка была. И при въезде в Иргиз встретил всадник, очевидно, он там ждал это, и повел эту телегу в один дом. Они зашли в землянку эту. Всю эту историю Николай Корнеевич однажды мне рассказал. А ты знаешь, говорит, как мы с твоим отцом познакомились? Я говорю, нет. Отец не рассказывал? Нет. Откуда у нас такая дружба? И вот подъехали к землянке, входят. Там, значит, натоплена
печь, тепло, нары, как Николай Корнеевич рассказывал, никакой мебели, конечно, соответственно. На печке, на плите стоит ведро воды нагретое. И мы, говорит, только разделись, уже начались, говорит, ранняя осень, это где-то август, что ли, не знаю. И начались холода, мы, говорит, немного, вечерний холод, замерзли, начали раздевать детей туда-сюда. И в это время, говорит, заходит высокий мужчина в сопровождении 2 людей. Отец говорит, я председатель райисполкома, меня зовут Танымбай Берманов. Вот этот дом, который мы вам подготовили, к сожалению, лучшего не нашлось. Я хотел вас пригласить домой, говорит, но, говорит, не знал, говорит, что у вас такие маленькие дети. Тем более, говорит, сейчас они, наверное, спят туда-сюда. И этот мужики, которые стояли, говорит, 2 мешка. В одном проса, это тара, ну, небольшие мешки, а в другом торчит, значит, кусок кости, мясо. Он говорит, это вот мы вам подготовили на первое время. Так как вы домой, наверное, с детьми не пойдете, тогда сейчас, говорит, моя эта жена приедет, то, что мы приготовили, вам еду принесет сюда. Вот так, говорит, мы познакомились. Говорит, вот постановление, бумага, вы отдохните несколько дней с дороги. Мы вас просим быть главным врачом районной больницы. Вот так, говорит, познакомились. Потом, говорит, зашла, говорит, женщина высокая, с другой женщиной, принесли, говорит, еду. И так познакомились, говорит, с Катей. Ну, маму звать Кулюхайша, они называли ее Катей. Вот такие дела. Но эта дружба, когда теперь, а Николай Корнеевич именитый хирург тогда уже был. И его зачастую приглашали в область по случаю какого-нибудь больного, и он, оказывается, останавливался у нас дома. То есть дружба, несмотря что всего лишь год, и отец уехал, дружба эта продолжалась. Потом, после окончания войны, Николай Корнеевич вернулся с семьей в Белоруссию. Он там рос, стал последующим, оказывается, вначале завоблздравом, потом республиканское какое-то это. И однажды на совещании в Москве, оказывается, он с каким-то этим выступил, его заметили. И в то время президент Академии наук Александров по личному его приглашению он стал заведующим главным врачом Академии наук СССР. И он вел лечение в 4-м управлении Минздрава, которое обслуживало самое высокое топ руководство Советского Союза. Вот такая вещь. Потом эта дружба продолжалась. А отец каждый год ездит на курорт с мамой. Они всегда останавливаются там. И мы останавливались. Я впервые увидел Николая Корнеевича, когда, я уже не помню в каком классе, не знаю, 4-м или 5-м, они решили взять всех детей, и мы ездили в Кисловодск вместе. И останавливались у Николая Корнеевича всем табором. Когда я поступил в институт, вначале я в Алмату поступил, потом перевелся в Москву, отец мне пишет: Николай Корнеевич живет, ты должен пойти к нему домой. А я стесняюсь. Куда кому-то пойти? Да притом я знаю, что он такой большой начальник. Стесняюсь. Год не хожу. Отец там этот. 2-й год не хожу. Но отец сказал, позвони. Я позвонил, он говорит, придешь? Я, да, приду и не прихожу. Только из-за того, что стесняюсь. Однажды сижу на семинарских занятиях.
А был такой строгий по оборудованию, биржист такой доктор. Кто-то постучал в дверь. Преподаватель наш подошел к двери, повернулся. Берманов, говорит. Я? Деканат. Блин, у меня сразу. Отец у меня гипертоник. Думал, блин, наверное, что-то случилось. С таким страхом, с дрожью. Прихожу в деканат. Не декан, а замдекан принял. И сразу сходу на меня. Вы что, молодой человек, так себя ведете? Разве можно так это? Как это ты вот? Я думаю, блин, где я что-то вроде бы не пойму. Ужас тут. Он говорит, что это, говорит, вы? С таким, говорит, Ходько Николая Корнеевича знаете? А я со страху говорю, нет. Я не знал, что никакой связи не вижу. Я это в голове. Как не знаю? Берманов. Из Актюбинска. Как не знаешь, Николай Корнеевич Ходько? А, говорю, знаю. Так ты знаешь или не знаешь? Почему, говорит, ты обманываешь этого человека, обещаешь, обещания не выполняешь? Я говорю, какое обещание? Вот, говорит, чтоб эти выходные было у него, я, говорит, прослежусь. И вот так я попал к Николаю Корнеевичу домой. А вот настолько вот эта вот стеснительность, вот это вот сельское воспитание, наверное. Они на 13 этаже жили, Беговая 11, квартира 136, это я помню, как сейчас. Палец не идет к звонку. Настолько стесняюсь, понимаешь? Интересная вещь. Просто рука не идет. Наконец нажал. Меня, ой, шатаюшка, туда-сюда, там приготовили все. И вот так встречали все 3 года, как большого гостя. Специально для меня готовили. Я потом вот уже с возрастом думаю, я бы никогда не смог-то. Это можно 1 раз, 1 раз, там, 3-й, 4-й раз, да. Но в течение 3 лет так, чтобы встречали. Потом я, конечно, привык. Николай Корнеевич настолько такой человек. Я уже привык, я бывал на день рождения, у него 5 декабря, День Конституции, у Николая Корнеевича день рождения, там такая профессура, я всегда среди них, я уже, конечно, привык. Да. Это было очевидно, вот то, что невзирая я, в последующем для меня чины не существовали, потому что это заслуга Николая Корнеевича, когда я побывал среди таких людей. Такая вещь, вот такая дружба у отца. Но это еще ничего. Николай Корнеевич, как с казахстанской делегации, летит, очевидно, связано с Академией наук Казахской ССР, или как там что-то, или с Минздравом, летит в Алмату на совещание, на республиканское какое-то союзное совещание. Самолет приземляется в Актюбинск на дозаправку. Его встречает весь обком, аппарат, бюро обкома. Среди них и, конечно, облздрав. Пока заправляется, пока эта встреча, потому что эти все высокая элита также лечатся в этих элитных московских больницах. И Николай Корнеевич задает вопрос. Это до того, как отец ездил потом на курорт. Это 62-й год, когда отец гипертоническим кризисом попал в больницу, без сознания лежал. И в это время Николай Корнеевич летит в Алмату. И Николай Корнеевич задает вопрос. Вы Берманова знаете? У меня есть старый друг по Актюбинску, Берманов. Я хотел бы его найти.
Это после того, как они вообще уехали. Такое время прошло сколько? Это уже почти 10 лет, да? И облздрав наводит справки. Или он знал, скорее всего, не знал, наверное. Говорит, Бирманов лежит в районной больнице, без памяти. Тут же созвонился, очевидно, или что. Такое. Как так? Что с ним? Вот так. Какие показания? Тот выясняет, Николай Корнеевич дает определенные указания медицинские. И говорит, я через неделю из Алматы возвращаюсь, или через 3-4 дня. Вы, говорит, с авиации доставьте его в Тибет, я, говорит, заберу его в Москву. И так сохраняет жизнь отцу. Без сознания увозят, полгода он проводит там и становится на ноги. Вот что такое эта дружба. Он помог, получается, да? Конечно, помог. Ну а как? Он же умер бы там. Какое там лечение? А там же самое. И после этого вот возобновилось, вот с тех времен, возобновилось, и вот каждый курорт, Николай Корнеевич считает, вот едешь, а потом я по рассказам знаю, что вот опять Николай Корнеевич неудобно, опять будем останавливаться у него. Он, оказывается, сказал, вот Москву только у меня. Вот такие люди. Он, получается, отца увез в Москву с собой, да? Да, на этом же самолете увез. И разместил в лучшей клинике. Да. Он в Кремлевке лежал. В Кремлевской больнице лежал. Друзья, а если вы хотите себе такую же историю о доме вашего детства, о вашей семье, то обращайтесь вместе. Мы расскажем очень хороший и запоминающийся сюжет, который останется для будущих поколений. Давайте теперь поговорим о французском периоде вашем, да? Вот с чего все началось вообще? Как вы сначала выучили французский, или когда устроились на работу вообще, вот как это начался у вас период? Дело в том, что в 1992 году в Казахстан пришла компания Эльф Акитен. Это знаменитая компания, это просто я влюблен был в эту компанию. И правительство создало специализированную, поскольку это была первый контракт между правительством Казахстана и Французской Республикой, была создана специализированная организация, которую назвали акционерное общество Темир-Мунай. Для сопровождения этого проекта, чтобы со стороны Казахстана были выполнены все обязательства по этому контракту. И учитывая, наверное, то, что я где-то за границей работал в Актюбинснефти, руководителем технологического отдела, меня пригласили в эту, и тем более это в Актюбинске базировалась эта компания. Контракт Темир был в Актюбинской области, и меня привлекли в эту. Я был вице-президентом акционерного общества Темир-Мунай. И работал вот сопровождение, обеспечивал выполнение контрактных обязательств со стороны Казахстана. Я понял, что для действительно хорошего контакта и продуктивной работы работа через переводчиков – это не работа. В этом я убедился в Германии, когда на Буровой у меня было 2 переводчика. Они прекрасно знали русский и немецкий, но не знали дела, и поэтому переводили ерунду всякую. Я взялся за немецкий и буквально освоил где-то за 2-3 месяца. И у меня в результате этого пошла работа. И, наверное, в результате этого потом меня назначили главным инженером. Учитывая опыт, в первый же свой отпуск я уехал, нашел через своих московских друзей
в Дипакадемию, взял курсы интенсивного французского, глубокое погружение и, можно сказать, в каком-то приближении выучил. Учил настолько, 8 часов в день, почти не спал. И вот что примечательно, вот какие есть курсы все-таки, это все зависит от специалиста. Я вернулся из Москвы через месяц, через 4 недели, и первым делом захожу к руководителю по бурению, Жан-Клод Пишери, потом мы стали друзьями. Ну, решил опробовать свои знания. Поздоровался с ним по-французски. Он ответил, мы начали разговаривать. Потом вдруг он остановился и говорит: и с этим мы на каком языке разговариваем? Я говорю, я не знаю. Я говорю, точно ты говоришь на французском, а я пытаюсь. Ты, говорит, столько времени скрывал? Я говорю, абсолютно нет, Жан-Клод. Я приехал, говорю, вот только с курсов этих. Он говорит, я вот готовясь к проекту «Тимир», целый год учил русский язык, не могу разговаривать. Я говорю, значит, ты слабо учил. Курсы были действительно серьезные. Очень серьезные. Но мало того, в это время у меня сын учился в 11 классе. Мне жалко было этих $2000, это было большие деньги тогда. За эти 4 недели я должен был заплатить $2000. Я подумал, во-первых, я это использую с большей силой, заберу туда сына, а это был февраль, это февраль месяц. Он уже заканчивает 11-летку. Я нашел за счет своего манипуляторства каким-то образом его на месяц освободить. Забрал его. И другой у меня мысль была показать ему, как надо учиться вообще. То есть личным примером заразить его. И как он воспринял это? Он воспринял, Стоически? но стоически, но последние 4 дня он отрубился и не смог. Он не, до сих пор знает французский. Нагрузка тяжелая, да, это? Очень тяжело. Представляешь, мы приезжали, мы жили, надо было снимать квартиру, мы приезжали на метро в центр города, в Москве такое движение в это время. В 8:30 начиналось занятие, и мы учились до 6, до 7, получали массу заданий, возвращались к себе по дороге, брали продукты и до 2-3 часов делали домашних заданий. И что помогло? Помимо ее профессионализма, она к нам так относилась. Она говорит, что вы хотите? Я говорю, я хочу через месяц разговаривать. Она такая ухмылку сделала. И у нее было какое-то отношение такое. И вот это мы с Ильясом были заточены, что мы докажем. Это положительную роль сыграло. Она сама была поражена. Потом я пригласил ее и сделал ей подряд. Она обучала местных. Набрали, в которых местах обучала французскому языку. В Октябре? В Октябре. Она была довольна. Тогда она была довольна. Она уже по-другому на все смотрела. Да. Интересно. Вообще жизнь интересная штука. Вы сказали, что с большой любовью, это по вашей речи видно, с какой вы относились к этой французской компании, да, которая пришла в Казахстан. Вы говорите, что это была какая-то особенная компания. Люди, которые работали, сотрудники Эльфа, и с которыми я работал, это были, мне не хватает слов, чтобы об их личностных качествах сказать, или профессиональных качествах, как они относились к работе, к окружению. Это было просто удивительные люди. И многие из них стали моими друзьями. Это Жан-Клод Пишери, Руди Вудс. И самое главное,
это, конечно, Даниэль Лефевр. Хотя остальные ничуть не хуже их. Они все были как на подбор. Это удивительная вещь. И я удивлялся, как это так? Ведь у нас были партнеры, были подрядные организации. Я встречался с другими и потом работал с другими компаниями. И потом я только понял, почему люди, сотрудники Эльф-Акитена отличаются таким качеством. Когда уже меня пригласили на работу непосредственно в Эльф-Нефтегаз, но я ушел не от правительственной этой компании, которая контролировала и помогала им, а я короткий период была создана государственная холдинговая компания «Мунайгаз» в Алмате. И меня, как опытного человека, проработавшего в Темирмунае, пригласили туда начальником управления внешнеэкономических связей. Я там проработал всего лишь 9 месяцев. Я уже не мог там работать. И когда я там работал, меня пригласило, я собирался уходить и поделился с друзьями-французами. Каким-то образом дошло до руководителя. И он меня пригласил заместителем генерального директора Эльф-Нефтегаз Казахстан. Я перешел туда. И когда после того, как по проекту «Темир» не было обнаружено ни нефть, ни газ, месторождений не было, и компания закрылась, мне было поручено ликвидировать все документы. И я просматривал их и нашел одну бумагу. Оказывается, когда я устраивался, я уже был принят на работу, но Жан-Пьер меня отправил в Москву и сказал, что ты должен пройти тест, потому что такой у них порядок. Ты можешь, говорит, не сомневаться, ты уже принят на работу, но такая у нас процедура. Я поехал в Москву, специализированная компания американская, которая проводит тест для руководящих работников, которые во Франции называются кадр. Они должны все пройти вот такую проверку и получить заключение специализированной фирмы о деловых качествах, о морально-этических и прочих. И когда уничтожал эти документы, прочитал о себе, конечно, оно в некоторых местах меня и смутило. Мои недостатки были указаны, положительные стороны. И тогда я понял, вот каким образом, почему люди особого качества. То есть к подбору кадров они относились очень серьезно. Очень серьезно. Один из них стал вашим лучшим другом, Даниэль, да? Да. Даниэль и Жан-Клод Пишери, можно сказать, и Руди Вудс, они стали моими друзьями. Но самый супер, это настоящий друг, это Даниэль Лефевр. Вот как вы с ним познакомились, расскажите. Когда меня назначили замгенеральным, там, значит, так, замгенеральный директор и директор по корпоративным связям. Корпоративные связи – это работа с подрядчиками, с государственными органами и с правительством, поскольку контракт с правительством. А Даниэль Лефевр в это время точно такой же проект был «Эльф-Нефтегаз Россия». И он там такую же роль исполнял, которую я, уже с 92 года. У него опыт большой, и он приехал специально в Алмату, чтобы меня наставить, будем так прямо говорить, обучить, как ставить дело, всему этому обучил. И вдобавок есть такая должность в таких контрактах, production sharing, есть там совместные комитеты управления, СОК назывался, совместный оперативный комитет, где регулируются, принимаются решения, бюджеты, расходы, все по вот этому проекту. И там есть должность секретарь СОКа, который организует вот этот весь процесс
рассмотрение документов, подготовка решения, сбор совещаний. Очень большое такое дело. Я был секретарем СОКа в Казахстане, Даниэль секретарем СОКа в России. И вот с этого началась дружба. Какой он был человек? Это просто невозможно описать. Во-первых, высокие личностные качества. Честнейший человек. Великолепно знает русский язык. Английский, конечно. Это необыкновенный человек. Это просто говорить о нем, ну, все, что есть в человеческого качества хорошее, это присуще ему. А откуда француз знал русский язык? У него вообще интересная судьба. Его дед был коммунистом и выписывал, он рассказал, каким образом он пришел к русскому языку. Он начал его изучать в школьные годы. Он учился отлично. Отец, дед и бабушка жили в деревне, я был у них там, познакомился с ними, с отцом, с матерью. Деда уже не было. Дед у него был коммунистом и выписывал газету коммунистической партии Франции «Юманите». И Даниэль читал эту газету и был восхищен Советским Союзом, какой там строй, это. И решил изучать русский язык. И он написал, особенно после полета Гагарина, он написал в эту газету, и благодаря этой газете ему, что он хочет изучать русский язык, и однажды, оказывается, пришла огромная посылка с учебным материалом и полным собранием сочинений классиков на русском языке, часть которых была с переводом на французский язык. Вот так он изучил русский язык. С отличием он закончил школу и поступил в самое престижное заведение Франции, которое называется «Эколь Супериор», высшая школа, куда выходцы, которые это, многие которых можно было потом увидеть по телевизору или в правительственных и других органах, национальных там, компаниях, мощных бизнесменах, руководителей различных властей. Это вот такую школу кончил. Он кончил по специальности геофизика, потом он учился еще, будем говорить, как аспирантура, в магистратуре. Он доктор геофизики, доктор геологических наук, великолепный специалист. Вот такой вот человек. Сколько вам было лет, когда вы с ним познакомились? 92-й год, первое знакомство еще в Актюбинске, где была операционная команда Эльф-нефтегаза. Операционная вся команда находилась в Актюбе, а руководство в числе генерального директора, я, директор по геологии и директор по производству. У нас было всего лишь 4 человека в Алмате. Операционная команда целиком, большая команда специалистов в Актюбе. Это 92-й год, мне было, выходит, 45 лет. Вы ровесники с ним? Нет, он на 7 лет младше меня. Но он пришел к вам как наставник, да? Да, он как наставник, но он всегда со всеми держал ровно. Он вас чему-то научил? Он многому научил. Многому научил. Он научил меня общению, сдержанности. У меня немного рисковатый характер был. Он был рискован? Я рисковатый. А он вас сдерживал, да, говорил? Он даже, нет, даже не так. Это было достаточно намека. Это было понимание. У нас было взаимопонимание. Ну, например, такая вещь. Я рассказывал уже, что он заболел сильно. И я когда, после того, как он заболел, я уже не работал, я
разов 5 ездил к нему. И однажды, когда приехал, он еще слабо разговаривал. Мы гуляли в его загородной деревне, будем так называть. Просто молчим, ходим. А я говорю: Даниэль, вот мы, смотри, говорю, несколько часов с тобой ходим и молчим. Он поворачивается ко мне и говорит: зато как молчим. Вот, Даниэль, это мы в Британии. А то вот с Жан-Рамоном поехали. Это ваше было автопутешествие, да? Да. Он тонко, он очень начитанный человек. Он, например, у него в Библии было издание какого-то там древнейшего, он где-то купил за баснословную. Он 4 издания Библии прочитал, и он говорит, между последним и тем, который он это большая разница. Когда в Казахстане, что ему нравилось? Быт казахов. И он просил меня, чтобы я организовал путешествие ему. Собственно, это было как-то обоюдно. Не знаю, он предложил или я. Я ему говорю однажды: слушай, ты ездишь, вот сколько мы здесь побывали, все время работа, работа. Давай, говорю, отвлечемся. И чтоб твоя семья, твои сыновья приехали, жена, и мы сделаем путешествие. Идет же, работа уже нормально идет. И я им организовал поездку. И я знал, и чтобы это мы ночевали в юрте. Я нанял машину в Алмате, сделал маршрут, проработал капитально маршрут. Первый – это музей, потом Медео, Чимбулак, Алтын-Эмель, Кульсайские озера, Чарынский каньон. Нашел Бюркачи, чтобы показать ему. Взял с собой, чтобы он вместе с нами ехал. Чтобы он договорился со своими знакомыми там в горах, чтобы мы останавливались у обыкновенных скотников. Вот такую я ему организовал. Еду нашу он как воспринимал? Ну, абсолютно нормально. Он очень гибкий, как говорят сейчас, толерантный человек. И когда старался, чтобы этот было там тарелки, и руками. А вы рассказывали, что вы как-то пошутили над французом? Да. Да, было дело. Взяли какое-то дешевое вино, да? Это было очень интересно. Дело в том, что у меня возникли сомнения, что вот знатоки вин иногда что-то такое. Мне показалось, что у меня вкус не хуже. И однажды я купил молдавское вино, тогда поступила новая партия, сухие вина. Я попробовал, и мне понравилось. Оно стоило меньше 1000 тенге тогда. А здесь вот есть магазин «Барабашка», где французские вины продавались. И вот когда мы с экспертами работали, я зачастую покупал, у нас были посиделки, я домой приглашал и брал там, уже знал, какие вина хорошие. А для себя, для дома я покупал вот это молдавское вино. Я попробовал, оно мне очень понравилось, ничуть не хуже. Я решил испытать. И однажды в очередной смене, ротация была, у нас было по 10 человек. Мировые звезды у нас работали здесь. Мы оказывали консалтинговые услуги Казмунайгазу, Казмунайтенизу, Жамбаю. И когда смена команды вот этих экспертов проходила, мы делали Сабантуй, такую передачу, были посиделки. Я купил несколько бутылок молдавского вина, белой бумагой заклеил, попросил переводчиц, чтобы заклеили, чтобы поставили достаточно, взяли еще где-то, взяли бокалы. Я говорю, сегодня я хочу, чтобы вы... Мне одно вино понравилось. А я всегда в Барабашке хорошие вина покупал. Я говорю, сегодня, пожалуйста, сделайте заключение. Почему-то мне понравилось, пожалуйста, сделайте заключение по этому вину. И вот сидят почти 20 экспертов, мировые звезды, наливают всем. И первый, я говорю, ну давай с краю. Пробует.
И начинает говорить такой аромат, такой-то то, все. Потом второй начинает говорить. Я говорю, стоп, ребята, я вот это все не могу понять вот это. Вы, пожалуйста, это говорите, но дайте цену, чтобы для меня было понятно, какая цена этого вина. Все высоко оценили, и никто не сказал ниже $100. А это буквально пару долларов стоило. Вот так я определил, что я разбираюсь в вине. Вы им это озвучили, да? Что А? Вы им озвучили, да? Что Да, потом открыли это, но потом я понял, что я это как-то неправильно поступил. Задели, да? Как бы это было неправильно с моей стороны. Но мы постоянно шутили, это было лишнее. Как-то вот это все, вот это вот, их вот это, как-то это, даже некоторые, по-моему, после этого ко мне немного не так относились. Ну, у меня такой характер был, в общем, такие шуточки. Но это было очень весело. Ну, Даниэль понял, да, эту шутку, наверное? Да. Даниэль, я говорю, ну, Даниэль, он же выходцы из народа. А я говорю, Даниэль, это было у меня лишним. Он говорит, ничего, пусть не выпендриваются. В какой-то момент он заболел, да? Да. Дело в том, что у нас к концу 96-го года завершались проекты. Мы почти 13 проектов сдвинули, которые были без движения в Казмунайгазе. И мы уже завершали. Много инвестиций поступили, создали совместные предприятия. В общем, большую работу провели. Сифаль Элан Петролиум назывался компания. Даниэля компания. И в конце 96-го, так как шло завершение, уже 3 года мы почти проработали, 97-го, в конце 96-го Даниэлю предложили пост вице-президента Казмунайгаза. Он долго не соглашался, потом неоднократно возвращались к этому, он опять отказывал. И в 97-м году в начале его опять начали уговаривать, и каждый раз все лучшие ему преференции, там, предложения. И Даниэль в конце концов согласился. И представляешь, он мне советовал со мной, я не мог давать советы. Единственное, я однажды ему сказал, Даниэль, я ушел из Казмунайгаза по собственной воле, потому что не вытерпел вот эту вот бюрократию, вот эту вот систему организации. А ты в свое время, через 2 года, ушел из ЮКОСа. Правда, у нас были разные должности, я всего лишь навсего был главным менеджером, а ты был вице-президентом. Но, говорю, эта система одна и та же. Когда растет компания, по принципу Питера, она становится, организация становится такой, ты уже, ну, ты знаешь, говорю, я ушел, и ты ушел. Конечно, должности разные, но ты должен сам решать. Это в самом начале я ему говорил, но у меня такой принцип, я не могу давать советы. Ты иди, не иди, такого. Я могу высказать мнение, но человек должен выбирать сам. Даже относительно детей я так считал. Но очевидно, особенно при женитьбе, замуж, оказывается, надо внимание обращать. Я почему-то... Отец меня вольно держал, и я вольно детей держал. Ну, как держал? Ну, был. Не ограничивал их. Полная свобода была. Так что вот так Даниэль на 6-й день заболел резко. Это... 6-й день после назначения? Да, он начал работать. 6 дней всего лишь он проработал. Очевидно, что-то случилось. Обычно, когда еще мы даже вели работы, Даниэль
В Москве еще вел свои консалтинговые услуги, а здесь наша команда работала. Я здесь был директором филиала компании СЭП, руководил всеми этими делами. Даниэль приезжал в ответственные периоды. Но мы, когда он приезжал, я сделал ему, мы постоянно ходили в ворд-класс. Он бывал иногда неделю, иногда 2 недели, иногда и больше, когда требовалось, особенно вот в период, когда идет сдача работ. И когда он стал вице-президентом, он поставил условие Руди Вудса, его правая рука, Руди Вудса назначили начальником управления геологии и геофизики в Казмунайгазе. Им выделили квартиры, элитные, хорошие квартиры в Триумфе Астаны. Даниэль жил на 17-м этаже, а Руди Вудс жил то ли на 18-м, то ли на 19-м этаже. У меня были 2 ключи, я ему все обеспечивал так, чтобы у него было убрано, чтобы это полностью знал, какая у него нагрузка, как он относится к работе. Тем более семья в Москве, а он здесь. И мы обычно после работы шли в бассейн, ехали в бассейн, ворд-класс, купались, отдыхались, иногда парились, и там обсуждали вопросы, проблемы. Потом легкий ужин, почти вечером не ужинали, буквально чай с чем-нибудь легкий. И он отдыхал, я оставлял его, уезжал к себе. А в тот день, 3 апреля, он говорит, из-за я задержался на работе, я задерживаюсь на работе, одна вещь есть. Сегодня я, говорит, что-то устал, ни в бассейн никуда не пойдем. Я говорю, а поужинать ко мне пойдем? Он говорит, нет, не буду ужинать сегодня. Ты, говорит, пораньше ко мне в офис приходи, нужно один серьезный вопрос обсудить. Пораньше, говорит, до работы, часиков 8. Я говорю, хорошо. Утром до 8 звонок от Даниэля. Он говорит, Исатай, так сильно у меня голова болит. Ты, говорит, не беги, говорит, я сейчас чай попью, таблеткой выпью, попозже, говорит. К 9, говорит, придешь. Я говорю, хорошо, Даниэль, может быть, врача вызвать? Нет, ничего. И вдруг, не знаю, 20-30 минут проходит. Очень слабым голосом он звонит, говорит, Исатай, мне плохо, приезжай скорее. И я слышу, трубка ударяется. Вот так он заболел. Я рванул к нему, прихожу, собираюсь, ключом открыт, а ключ не движется. В обратную сторону на закрытие работает. Он, оказывается, не закрывал его. А дверь не открывается. А там у них бронированная дверь, щеколда такая была. Очевидно, он на щеколду закрыл. И это правда. Я звоню в дверь, звоню по телефону, слышу звон телефона. Никто не отвечает. Административным директором тогда работал у меня Талгат Муканов. Сразу звоню к нему, говорю, Талгат, руки в ноги, бегом, инструменты какого-нибудь мастера, кого угодно, мчись. С Даниэлем очень плохо, дверь изнутри закрыта, надо скрывать, я сейчас вызываю скорую помощь. Талгат это, я считаю, один из заслуг спасения Даниэля. Я не знаю, буквально, тогда и движений таких не было. И мастера какие, вот такой у него способность, вот очень такой оперативный парень. И мастера, мы разрушили дверь, входим, пока разрушали, вскрывали дверь, взламывали со стороны петли. И скорая помощь подъехала. Чтобы они оперативно действовали, я им сразу рассказал, говорю, можете быть уверены, с питанием не связано, вечером, все рассказал, что им надо было. Я понял, что надо оперативная помощь. Поскольку у меня родители
очень болели, и мать больная, и отец больной. Я как-то и в медицинском круге, я как-то вот понимал вот эти, что нужно в таких случаях оперативность. Заходим домой, Даниэль в спальне лежит ничком, вырвал там, поворачивает голову, ну, еле разговаривает. Врач что-то задает, я говорю, не задавайте этот вопрос насчет еды, я вам сказал, давайте, забирайте его быстрее. На носилке, и хорошо, там грузовой лифт есть, на носилке, и туда. Талгату говорю, давай мчись с ними, докладывай мне обстановку. Я сейчас здесь, говорю, наведу порядок, чтобы дверь закрыть, документы, вещи. И я следом за тобой. Быстро убрал, рвота там. Мастера закрыли дверь, там приварили, я уж не помню, что делали. Вот. Все, знаешь, так. Еду. Когда стояли, еще вот эти мастера работали, еще Талгат не приехал. Я звонил своему старому знакомому, позвонил, Булату Байжигитову, заведующему отделением лучевой диагностики, доктор наук. Я с ним очень был хорошо знаком еще из Актюбинска. И нескольким родственникам здесь помогал в диагностике. Звоню ему, а он не отвечает. Звоню ему, не отвечает. Буквально они отъехали. Булат говорит, извини, я, говорит, по дороге домой, автобус туда-сюда. Нет, что случилось? Я говорю, а он про Даниэля слышал от меня. Я говорю, Булат, вот с Даниэлем вот такая вещь. Все рассказал ему. Он говорит, а скорая забрала? Да. Куда повезли? Я говорю, не знаю, сейчас Талгат должен сообщить. Он говорит, сегодня дежурным является железнодорожная больница. Оказывается, скорые завозят в определенные дни, там, в понедельник в одну, во вторник в другую. Он говорит, его завезли в железнодорожную. Там ничего нет для обследования. Явно это связано с головой. И Сатай говорит, срочно его хватай, любыми способами вези ко мне. Его надо спасать. Это очень опасная вещь. Я тут же звоню Талгату. Он, оказывается, только в палату его устроил. Я говорю, что делают врачи? Нет, его положили, говорят, врачей рядом нет. Я говорю, недалеко находится больница управделами президента. Мчись туда любыми способами, за любые деньги бери реанимобиль, 2 санитаров, себе и мне белые халаты, езжай в железнодорожную больницу, я выезжаю туда, мы должны срочно вывести и к Булатовой. Все понял. И ты представляешь, какой Талгат. Приезжаю туда, Талгат одновременно мы. Я на ходу надеваю халат, и мы ходом идем, влетаем. Настолько наглость наша, никто даже не думает останавливать. Охранник, не охранник, там женщина, которая там вот никого не пускает, она, видя нас, она просто открывает дверь. Талгат уже знает где, на 2-й этаж, подходим к Даниэлю, загружаем. Все просто смотрят с открытыми ртами. Загружаем его. И вот этот Национальный научный медицинский центр Республики Казахстан, который на Аблайхана. Везем туда, к Булату. По дороге звоню Булату, какой подъезд, куда ты, говорю, готов, встречай там нас. Подъезжаем туда. Даниэля сразу на МРТ головного мозга. Он все так организовал, он уже с открытыми дверями, с каталкой, все ждал. Какой тоже Булат это. Заведующим отделением вместе встречает его на МРТ, на каталку, потом его в отделение забирают. И самое интересное, заведующий отделением, я думал, буду переводить, она на чистейшем французском языке.
какая везуха. Но Даниэль очень плохо говорил. Почти. Да, нет. Но она кое-что еще. Но там, когда уже уколы сделали, Булат потом мне рассказывал, что она с ним разговаривала, его что-то поддержали чуть-чуть. И буквально я находился у Булата, мне надо было заключение, чтобы быстро сообщить в страховую компанию, у них международная страховка, в таких случаях их моментально эвакуируют в Европу. Всех вот этих экспатов. Такая страховка у них. И буквально проходит через некоторое время, я сижу в кабинете Булата, а Булат там вместе с ними. Булат приходит и говорит, долго я его ждал, часа полтора, наверное. Приходит и говорит, знаешь, говорит, вовремя успели, говорит. Ему подключили на аппарат искусственного дыхания. Хорошо, что мы успели сделать МРТ. А там, говорит, металлическая трубка, мы бы не сделали бы ему, говорит, МРТ. Этим МРТ поставили диагноз, то, что подозревал Булат. Отек мозжечка. Тут же Булат говорит, я говорю, как положение? Очень тяжелое, вызывай родственников. Я звоню Каролу, вызываю его, Ранжерена. Они буквально в тот же вечер прибыли. И мы сидим, уже вечером, ночью, приходит хирург, Каниев, молодой парень, лет 35 ему. Сидим, ночь уже, где-то 12 часов ждем. Там они говорят, еще анализы сдали, мы должны были результаты еще узнать. И он говорит, повышается давление, все характеристики падают. Я должен сделать трепанацию черепа. Я должен освободить, вот это мозг обволакивает жидкость. Я должен сделать трепанацию, чтобы отток этой жидкости был. А то, говорит, мозжечок распух, а это дополнительное давление, а мозжечок регулирует все, сердцебиение, все. Это компьютер человека. Надо, говорит, это все. Они, конечно, не доверяют, они же думают, прилетит самолет, его заберут. В Европе же лучшие врачи. Мне говорят, что будем делать с этого? Я говорю, связываемся с страховой, разница во времени, никто не летит пока. Хирург говорит, ну мы можем потерять. А я хоть узнавал, фамилию я сейчас забыл, там был доктор наук. Получилось так, что почти одновременно он ехал вдруг неожиданно в командировку в Павлодар. И я говорю, решение ваше, они должны подписать вот этот. Но поскольку он говорит, что мы можем потерять его, это жизненные функции все уменьшить, с каждым разом хуже становится, по-моему, надо согласиться. Я бы, говорю, согласился. И они дали согласие. И вот ночью он делал операцию, сделал операцию, приходит, говорит, долго нету его. И вдруг он появился, говорит, я, говорит, закончил, говорит, пораньше, говорит, немного, но я ждал, какой же результат еще, вот эти анализы, вот это все, ну, там всякие показатели. Показатели, говорит, улучшились после того, как он дренаж сделал, трубку ставил в лобной части. Но я, говорит, еще сделал, говорит, трепанацию черепа сзади в районе мозжечка, говорит. То, что не было говорено. И тут Карол встрепенулся, говорит, а как это? Вы же, говорит, это мы же не подписывали. Он такой рисковатый парень оказался. Я не мог, говорит, так вежливо вроде бы, я не мог, говорит, оставить операцию и прибежать, чтобы ваше согласие получить. Я сделал то, что я несу за это ответственность. Вот такая вещь. Потом
Прилетел самолет, его... Это тоже. Даже международная страховая компания не прилетала долго. Не буду весь этот, у меня все эти записи есть. Пока характеристики не улучшились. Хотели сэкономить, я думаю. Во всяком случае, мой друг Руди Вуд сказал: сволочи, говорит, ждут, говорит, чтобы он вдруг умрет, тогда не надо будет посылать самолет. Понимаешь? Долго ждали? 3 дня. Под конец его загрузили, отправили. Как раз маленький самолет такой, как истребитель. Но как-то мы не учли, что жена должна. Места там не было, они уговорили их: забери. Я их вот организовывал, их приезд в аэропорту, проезд туда и все вот эти дела. Там, где поместилась носилка, туда Королл стиснулась и вместе улетела отсюда. И вот я перезванивался с Королл, и потом тут дела уже в основном завершились. Есть руководитель проекта. Где-то через месяц думаю, что такое? Я как узнаю? Нет, без сознания. Так, говорит, реагирует уже, руки там. И я вылетел. Больница Фондацион Ротшильд, американская клиника нейрохирургическая. Приехал туда, выбрал гостиницу максимально близкую, максимально дешевую, но максимально близкую к этой клинике. И самое интересное, за день до моего прихода, пока я в пути был, он пришел в сознание. Но говорил только да и нет. И мне было здорово, что когда я зашел, он заулыбался. А еще же врачи сказали там, что наши казахстанские хирурги хорошую операцию сделали, да? Дело в том, что все, что было сделано в Казахстане, они сказали вовремя и филигранно. Ерлан его зовут, Ерлан Калиев. Кстати, он работает, оказывается, я сейчас выяснил, я хочу ему то письмо, которое Даниэль, мы с Даниэлем составили, но, которое благодарность мы послали в Минздрав, я ему хочу это письмо показать все-таки. В общем, вы к нему приехали, и он был лежачий, а потом он встал, да? Нет, я еще 2-й раз приехал, он еще лежачий был. Еще где-то через месяц приехал. Он 2 месяца лежал там. Он был самый длительный больной там, который лежал. 2-местная палата. Пока я там был, несколько людей видел после операции на головной мозг. Интересно у них. Сделали операцию, он его вывезли, а тут родственники сидят. Там запросто заходишь, выходишь. Вот. Потом его перетранспортировали в реабилитационный центр в По, город, где он жил, там, где его дом. Туда я приезжал 2 раза. Потом он выписался, уже домой приезжал 2 раза. Даниэль. Потому что он мне постоянно звал. И Сатай говорит, когда ты приезжаешь, я чувствую хорошо. Ну, ему легко говорить, он довольно-таки обеспеченный человек. А для меня это было непросто летать. Вы же все свои сбережения потратили, да, на это? Ну, вот этот дом я купил, помимо того, что остальное ушло на поездки. Кто-то бы вам сказал, зачем вы это делаете, да? Были такие мнения. Но
Я такой, я слишком свободный человек, чтобы обращать на такие. И кто говорил, наверное, знал, что это бесполезно. Ну, наверняка многие говорили, он что вам, родственник, почему вы так? Друг, настоящий друг, настоящий друг. Мы с ним столько, такое дело сделали. Ты понимаешь, вопрос даже не в деньгах. Мы такое дело сделали, к сожалению, не оценили. Ну, я не про себя говорю, я пытался провентилировать, чтобы Даниилу какую-то награду дали, елки. Да, хорошо им платили, это были хорошая плата для всех экспертов, но это и мировые звезды, это были расценки просто, такие расценки, которые существуют для экспертов такого класса. Но какую мы для Казахстана сделали работу? В плане геологоразведки, да? В плане привлечения инвестиций и геологоразведки обнаружение месторождения, во-первых, оценки по геофизике, перспективность его, потом его обнаружение, потом его оценка, составление геологической модели, экономической модели. Это огромнейшая работа. Как-нибудь я покажу Талмуд, у меня кое-какие сохранились, какая-то работа. И это месторождение сейчас развивается, да? Да, конечно. 13 месторождений мы запустили с нуля. Но ты знаешь, есть момент такой, когда Даниэль умер, я об этом думал. Я же бросил работу. Год ходил без работы. Даниэль, я знаю, в ЮКОСе был вот так занят, я ему редко звонил. Потом как-то разные мысли были туда-сюда. Позвонил Даниэлю. Он спрашивает, чем ты занят? Я говорю, безработный, я не работаю. Да ты что, говорит? А я говорю, как у тебя в ЮКОСе? Я, говорю, ушел из ЮКОСа. Я создал свою компанию. Давай в Москву ко мне. Я приезжаю к нему, разговариваем. Он говорит, Исатай, давай, все. На первое время живешь у меня, подберем квартиру, будешь работать. Ты мне нужен. Ну, мы там. Я, как обычно, я останавливаюсь у него дома, в его квартире. На работе говорим, это. И я начинаю рассказывать. У меня мысля была, вот бы запустить вот эти морские проекты. Начинаю рассказывать. У Даниэля загораются глаза. Блин, мы можем это сделать. И мы начинаем над этим работать в Москве. Набирать контингент экспертов стоящих. Конечно, это Даниэль занимался. Но он по громкой связи разговаривал с ним, а меня просил, чтобы я фиксировал какие-то важные моменты или что-нибудь, я какой-нибудь вопрос письменно ему подавал. И мы набирали вот 3 кандидатуры на каждое место. Самых лучших. Еще не зная, получим ли мы подряд. Мы должны были сами подготовиться, найдем ли мы таких экспертов. Сможем ли мы это все сделать? А потом уже приехали сюда. И сделали. И когда он умер, я думаю, будь я таким человеком усидчивым, сидел бы, работал бы там. Мне должности предлагали, брал бы, я отказывался от должности. Не был бы безработным, не поехал бы к Даниэлю. Ладно, мы начали эту работу. Дал бы, сказал бы Даниэлю, не иди вице-президент. Был бы сейчас жив, мы бы. Такие бы дела еще, не только дела, но и друг мой. Я об этом сожалел уже. После операции он сколько прожил? 5 лет тому назад он скончался. В 22 году скончался. Прожил он с 7 по 22, это сколько будет? 15 лет. 15 лет. Он был во Франции, вы здесь, вы к нему приезжали, а так последние годы вы переписывались, да? Много. Переписывался, да, очень много переписывался. Потом дело в том, что он, когда он буквально мне намекал, что Исатай говорит, я, говорит, устаю,
когда ты приедешь? Это все время его вопрос. Каждый разговор по телефону, ты когда приедешь? Ты приезжай. Однажды, когда ему лучше стало, он говорит, Исатай, у меня есть друг еще по Эколь Супериор, живет на Западе, Жан Ремон. Давай, говорит, приезжай, возьмем машину. Я не могу за рулем. Поедем, съездим ко мне домой, познакомимся с моими родителями. Поедем дальше туда, в район Брест, туда. И мы встретились, жили у Жан Жирена дома, несколько дней во Франции с его друзьями встречались. Потом взяли машину и двинули туда. Интересная поездка была. Тоже фотографии есть. Великолепный, оказывается. Такой запад Франции. Это такая красота, оказывается. Там как фьорды, вот эти вот такие заливы, рыбацкие поселки, ресторанчики. Это. До того красиво там. Жили мы у Жан Ремона дома. Ой, там столько интересного было. Это он после операции, да, уже? Да, это уже... Ничего себе, его реально спасли, да? А вот мы заехали в один ресторан, и я начал с этим беседовать, шутил над ним. Там Даниэль усыхал там. Я говорю, давай к нам в Казахстан поедем, у нас там озеро есть. Точно такое, у него над озером стоит, это, сделаем, говорю. Ой, говорит, это я говорю, тебе найду там такую жену. Волосы у меня черные еще, да? А это вот друг Жан Ремон. Он был вице-президентом Франстелекома. Вице-президент Франстелекома, оттуда он вышел на пенсию. А это мы в музее морском. Там. Нормандии, Британии. Как-то я пожаловался, говорю, что-то я устал, говорю, блин. Он говорит, давай в мой загородный дом езжай, оставлю тебе машину. Самый хороший отдых, говорит, когда один будешь. На месяц, говорит, ты должен, говорит, поменять все. Ты говорит, когда-нибудь хоть отдыхал? Давай, говорит, приезжай. Я, говорит, даже не буду тебя тревожить. И что, так сделали? Да. Да? Месяц? А я решил сестренке показать Францию и позвал Свету. Свету Биарриц свозил, там показала. Ничего себе, он вам просто ключи от загородного дома оставил, да? Не, весь дом он меня передал. Вот это доверие, да? Да ну что ты, это не только это, он вообще, это ерунда. Это ерунда, дорогой. Он доверял мне что угодно. Это в По, у него в По дом, и там в лесу под Пиренеями загородный дом. Тот дом гораздо больше. А это Поль. Но на самом деле Пауль. Он немец, жена француженка, они друзья Даниэля. А когда Даниэль, я ездил, в больнице там лежал, я взял гостиницу рядом с вот этой клиникой Фондацион Ротшильд. Утром в 8 можно было приходить посетителям. Я приходил к нему утром, уходил на обед, когда ему говорили, что он должен поспать. После обеда в 4 приходил и все это время занимался массажом. Потому что я знал, отец у меня просил, ноги у меня лежит без движения. Даниэль лежит так же, как Коми, да? Я неделю был, всю неделю с утра до вечера я только занимался массажом Даниэля. Почему я об этом рассказываю? Оказывается,
А что я приехал-то к другу? Врач этого отделения, оказывается, иногда проходит там и видит, какой-то мужик сидит, постоянно массажирует. У них там посещение в любое время, открытые двери. Вот у нас же в больницу не пускают же никого. А там вот я пока, двухместная палата, я пока с Даниэлем, сколько я больных видел, которым операцию на голову сделали. Его только привезли с операционной, а там уже родственники его сидят, встречают. Вот так у них. И вот этот врач этого отделения, мировая звезда, оказывается, потом спрашивает, а кто это мужик, ваш охранник или вы, говорит, это, с Тибета, говорит, пригласили кого-то? Даниэль, когда уже начал разговаривать, оказывается, это когда во второй приезд, это он так оказывается, во второй приезд опять я так делал. Вот неделю находился, неделю массажировал. Но уже тогда Даниэль чуть-чуть разговаривал. И этот скажет, а это что за мужик? Из Тибета заказали, что ли? Говорит, вы угадали, он был на Тибете, говорит, но он не массажист, это мой друг. Друг? Говорит, он удивился, говорит. Я, говорит, впервые такое встречаю. Такие пирожки.